This morning we started along the lines of where the letters were written to. Сегодня с утра мы начали с тех моментов, кому были написаны Писания. I mentioned the book of Romans. И я говорил о том, что послание к римлянам. And I just wanted to carry on with that a little bit and add some other details. И я немного хочу дальше продолжить об этом и внести немного деталей. The reason I was mentioning John Wesley today И причина, по которой я упоминал о Джоне Уэсли сегодня, is because I wanted to emphasize that he was just a man of God. Это потому, что я хотел просто поставить ударение в отношении того, что он был простым мужем Божьим, That saw a small portion of what God wanted for the world. который увидел только небольшую порцию всего того, что Бог хочет для этого мира. And he spent his life developing and achieving that vision of God. И он провел всю свою жизнь для того, чтобы развить и достичь вот то небольшое видение, которое он имел от Бога. To the great sorrow of God and Christians. И большая такая печаль у Бога и у христиан. Something has happened in the church over the last 1500 years. Что что-то произошло в церкви на протяжении последних 150 лет. In many ways and in many cases, Много разных путей, много разных причин. something has happened to cause people to quit dreaming, Что-то произошло, из-за чего люди перестали мечтать, to be satisfied with the way things have been. чтобы они перестали быть довольными с теми вещами, которые есть вокруг. God wants us to dream His dream, Бог хочет, чтобы мы мечтали Его мечтами, to see His vision, чтобы мы видели Его видение, to have His mind. чтобы мы имели Его ум. And that's what I'm trying to bring to you these last days that we're going to be here. И это то, что я хочу и продолжаю передавать вам на протяжении всех этих дней, которые мы здесь. I want you to realize that the greatest dream you can dream Я хочу, чтобы вы поняли, что самая большая мечта, которую вы когда-либо могли мечтать, is not the small dream of one person, это не просто какая-то маленькая мечта одного человека, but the dream of God that can affect the world. но мечта Божья повлияет на весь мир. We know, as I was talking about the book of Romans, И мы знаем, как я уже об этом учил из книги Римлянам, that it was a very intricate and theological book. что она была такой очень теологической книжкой. And almost every book of the New Testament has a certain feel to it. И каждое послание, каждая книга в Новом Завете, она имеет определенные чувства. We always talk about being the church of the book of the book of Acts. Мы говорим в отношении церкви в книге Деяния, But that was the baby church. но мы говорим о том, что это была ранняя церковь, церковь-младенец. They didn't understand everything. Они не понимали всего. They were learning Они учили, and they were developing the theology of God. и они развивались в теологии Божьей. They had come out of Judaism Они выходили из иудаизма. and were trying to hear from God about how this new way of living was supposed to be lived out. И они старались слышать от Бога, как же теперь жить вот этим новым образом жизни для Бога. And then we read of the book of Philippians, И потом мы читаем послание к филиппийцам. and we see that it was a partner newsletter from the Apostle Paul, И мы видим, что это такое, знаете, письмо партнерам апостола Павла, thanking the Philippian church которое благодарит церковь в Филиппинах, for helping to support him in his endeavors for Christ. Филиппа, которая благодарит за то, что они поддерживали его в его служении Иисусу Христу. Then we see the Ephesian church Теперь мы видим церковь в Ефесянах, that is known as portraying the glorious church. Которой говорится о том, что церковь полная славы. Whenever I think of the church that God desires to have on this earth, И всегда, когда мы хотим сказать о том виде церкви, который Бог желает иметь здесь на земле, I always go back to the Ephesian church. я всегда обращаюсь к церкви в Ефесянах, Growing up into Christ,
которые возрастают в возраст Христов, being trained and equipped to be Christ to the world. которые подготовлены и оснащены быть для этого мира. How we have been blessed with every spiritual blessing. Как мы благословлены всяким духовным благословением. The book is a book of triumph. Это книга триумфа. Then you read the epistles of John, Потом вы читаете послание Иоанна. and he tells us how to walk in this love of God, И он рассказывает о том, как ходить в любви Божьей. how that we can trust God, Как мы можем доверять Богу. how that it's our faith that has overcome the world, Это то, что вера наша, та, которая побеждает этот мир. how that God desires us to walk in fullness of love. Что Бог хочет и желает для нас, чтобы мы ходили в полноте этой любви. You look at the letters to the Corinthian church, Потом вы читаете послание к Коринфянам. and you can see how Paul was writing to a young, immature church. И вы видите, как Павел пишет такой очень молодой, невозросшей церкви. He wasn't able to stay there with them, Он не мог с ними там оставаться, so he had to continually guide them. поэтому он продолжал вести их. And then you look at the church or the letter to the Colossian church. Потом вы видите послание церкви в Колоссянах. And that church was having some major problems. И в этой церкви тоже были большие проблемы. Not like the problems of the Corinthians. Не такие же, как в Коринфянах, The Corinthian church was more of a practice problem. потому что в Коринфянах они больше, знаете, практиковали, они жили в практике своих проблем. They didn't know how to do certain things Они не знали, как делать определенные вещи, because they were still carnally minded. потому что они продолжали думать плотским мышлением. But the Colossian church Но церковь в Колоссянах, had some serious problems у них были такие серьезные проблемы, because they were mixing in different teachings together. потому что они совмещали вместе всевозможные учения. There was a strong emphasis on angels Там было у них очень большое ударение в отношении служения ангелов. and different teachings trying to be mixed in to give a wrong idea of Christianity. И всевозможные учения, которые были вмешаны там, неправильного понимания христианства. The Apostle Paul was writing to them and telling them, И апостол Павел писал им, говорил им, angels are necessary because they are ministers to us. ангелы, они необходимость, потому что они служат нам. But we must not get our eyes on angels Но нам не нужно помещать наши глаза на взгляд на ангелов, because all of God was in Christ потому что все Божье во Христе, and we are complete in Him. и мы совершенны в Нем. That's what Paul kept emphasizing. Вот что продолжал говорить и ставить ударение Павел в этом послании. The letter to the Colossians Это письмо к Колоссянам. was the Spirit of God working through Paul. Дух Божий, работающий через Павла. And the Spirit of God was begging the people of the church of Colossae И Дух Божий, Он умолял эту церковь Колоссянам, to keep the message pure. чтобы продолжать учение чистым нести, чтобы оно несло свою чистоту. He was saying this week it's angels, И сказано, что это не будет меньше делать работу ангелов. last week it was something else, Ой, извините, на той неделе это были ангелы, на следующей неделе это еще был кто-то. what's it going to be next week? Что же будет на следующей неделе? What's the next fad or trend that you're going to follow up? Ну, что еще придет такое, зачем вы последуете, какой ветер учения? When Paul wrote to the churches of Galatia, И когда Павел писал церкви Галатах, he begged and cried over them, он просто умолял и плакал, умоляя их. saying, I've spent all this time, Говорит, я провел все это время, I've poured out my life to you, я свою жизнь изливал вам, I've invested time with you, я вкладывал время в вас, teaching you the truth, я учил вас истине, and now you want to go back under the law. а теперь вы хотите вернуться обратно к закону? Now you want to try to cause God to like you because of a certain thing you И do. вы хотите опять понравиться Богу из-за каких-то определенных вещей, которые вы будете делать. He said you look at times and seasons, Вы начинаете смотреть на времена и на сезоны.
And you think that if you keep them, that you will be right with God. И вы думаете, что если вы будете продолжать соблюдать эти постановления, то тогда у вас все хорошо будет с Богом. He said, if that were true, then I wouldn't have any problems from the Jews. Он говорит, если бы это было истинно, у меня бы тогда с иудеями не было никаких проблем. He said, why have you so quickly left Christ? Он говорит, почему вы так быстро оставили Христа? Why have you forgotten the simplicity that is in the gospel? Почему вы забыли эту простоту, которая в Евангелии? So you can see from all of these letters, Поэтому вы можете видеть по всем этим посланиям. they were all written to correct some wrong idea of Christianity. Они были направлены для того, чтобы исправить разные неправильные понимания христианства. And yet today we have the same thing in the church. И несмотря на это, сегодня мы имеем то же самое в церкви. Of course, when I say the church, I'm talking about the body of Christ. И, as a whole. конечно, когда я говорю о церкви, говорю о теле Христовом. This may sound strange И, может быть, это будет звучать странно, because I do pastor a church in Dallas. потому что я также являюсь пастырем в церкви Даллас, But I город. can tell you my heart breaks for the church worldwide. Но я могу сказать, что мое сердце, оно сокрушается в отношении церкви, всей церкви. When I hear of this wrong idea of Christianity being promoted in certain different areas. Когда я слышу, как вот эти неправильные идеи продвигаются где-то в христианстве, в каких-то сферах, And I can't help wondering, я не могу понять, why would the Christians in that area follow that teaching and be removed from Christ? но почему эти люди, эти христиане вот в том районе, они следуют за этим лжеучением и оставляют Христа? Why would they move away from such a simple gospel? Почему они уходят от такого простого Евангелия? But then, as I was praying about that, И когда я молился об этом, the Lord showed me what is the problem. Господь показал мне, в чем проблема. It is because of this. Это вот из-за чего. In many parts of the world, Во многих частях мира the body of Christ тело Христа, has become completely inward oriented. они полностью стали, скажем так, ориентированным на себя только. They have lost the first love of bringing Christ to a dying and dead world. Они потеряли вот эту любовь Божию, которая была принесена, где Иисус умер за весь мир. They're afraid to reach out and speak to people that they don't know. Они боятся, чтобы идти и проповедовать людям, которым они не знают. And so they just talk among themselves. Поэтому они говорят только между собой. And after a period of time, И после некоторого времени, because they're not fulfilling what they were created for, из-за того, что они не исполняют, для чего они были сотворены, they become completely self-centered. они просто остаются вот такими направленными все на себя, эгоистами. They start thinking everything is about me. Они начинают думать, что все это все в отношении меня. The pastor is there to preach to me. Пастырь там для того, чтобы проповедовать мне. I pay him to preach and pray for me. Я плачу ему, чтобы он проповедовал мне. I pay him to do my spiritual stuff. Я плачу ему, чтобы он занимался всей моей духовной работой. When you don't realize И вы тогда не понимаете, that it's like going to a gym что это то же самое, как ходить в качалку, and having a trainer train you to be better. где есть тренер, который учит вас, как быть лучше. As they come into themselves, Они приходят туда для себя, talk among themselves, они между собой разговаривают, prophesy to themselves, они друг другу там пророчествуют, and they forget the world, и они забывают о всем мире, that Jesus died for the world. что Иисус умер за весь мир. And we have been given the mission to И reach the нам world. дано было послание, миссия достичь этот мир. So everything we do is based on us. Поэтому, когда мы делаем все основано на нас, And you can only do that for so long. и вы это можете делать только на протяжении какого-то времени, Then you'll start to be bored. потом вам уже становится скучно. And when you start getting bored, И когда вам становится скучно, you start trying to find something new. вы пытаетесь найти что-нибудь новенькое. And so you start listening to this, И вы начинаете слушать это, listening to that. слушать то,
Have you heard this is going on? А вы слышали, это происходит? Have you heard that's А going вы on? слышали, то происходит? That's an unusual manifestation. Вот это вот такое необычное проявление. I wish we had that in our О, church. я хотела бы, чтобы у нас так было в церкви. And we forget. И мы забываем. Jesus died Иисус умер, and was raised. и Он был воскрешен. If you want to be taken by a manifestation, Если вы хотите быть захваченными какими-то проявлениями, then let that be the manifestation that you're grabbed by. то пускай вот это проявление захватит вас. The manifestation of God's love for the world. Проявление Божьей любви к этому миру. So much so that He sent His Son Так сильно, что Он послал Своего Сына, to die for the world, который умер за этот to мир, die for the very ones чтобы Он умер за тех, that had Him crucified. которые распяли Его. That's the manifestation of God, Вот это проявление Бога, because God is love. потому что Бог есть любовь. That's the manifestation of God. Вот это проявление Бога. That's what we need to focus on. Вот это, на чем нам нужно держать свой фокус. And know that we are here И знать, что мы здесь in any Christian gathering и в любом другом собрании христианском. to be trained, Мы там для того, чтобы оснаститься, to reach our neighbor, для того, чтобы достичь своих ближних, to reach the stranger, для того, чтобы достичь странников, to feed and clothe, для того, чтобы накормить и одеть, to bless and to heal, благословить и исцелить, to set free освободить because of Jesus. из-за Иисуса, Not bringing in some other doctrine. а не для того, чтобы принести какие-то всевозможные доктрины. The doctrine of Christ is simple. Доктрина Христа очень проста. If you're getting bored with the gospel, И если вам становится скучно с Евангелием, it's because you're not living the life that the gospel is supposed to produce. это из-за того, что вы не живете той жизнью, которая Евангелие имеет силу производить. I don't have boring days У меня нету скучных дней, because I'm living the gospel. потому что я живу Евангелием. I'm not saying they're all fun days. Я не говорю, что все такие веселые дни. I'm just saying they're never boring. Я говорю, что никогда не скучные. Believe me, Поверьте мне, when you're in the ministry, когда вы в служении, every day can be exciting, каждый день может быть очень радостным, even if they're not always fun, даже если не всегда весело, because you never know what you'll face. потому что вы никогда не знаете, с чем вы встретитесь. But when you're busy living the gospel, Но когда вы заняты, живя Евангелием, you don't have time to get bored. у вас нет времени скучать. You don't have time to start looking for other У вас things. нет времени, чтобы искать другие вещи. The gospel of Christ Евангелие Христа, is complete. оно совершенно. It doesn't need new things. Оно не нуждается в добавлении новых вещей. It needs steadfast, faithful people Нет, оно нуждается в утвержденных людях, who will live the gospel every которые day, будут жить Евангелием в каждом дне, take it into new areas. которые возьмут их в новую сферу. You can take the gospel to Вы every можете nation, Евангелие взять в любой народ, на любую нацию, to every people group, любую группу людей. right here. Прямо здесь. You can see people from all over the world, Вы можете видеть людей по всему миру. right here in Ukraine. Прямо здесь, на Украине. You can see people from different people groups, Вы можете видеть людей с разных групп людей. and if you touch their life, И если вы прикоснетесь к их жизни, they'll tell their family back in India. они расскажут это своей семье там в Индии. They'll tell their family back in Russia. Они расскажут своей семье в России. They will tell their families wherever they are. Они расскажут своим семьям, своим людям, везде, откуда они приехали. You are reaching the world И with the вы gospel of Christ. достигаете мир Евангелием Христа. So just like the Apostle Paul, Так что точно так же, как апостол Павел, I would beseech you. I would beseech you, beg you. я умоляю вас, Don't give way to strange doctrines. не уклоняйтесь какими-то странными доктринами. Don't be carried away with every wind of doctrine that comes through. Не уклоняйтесь всевозможными ветрами разных ложных учений. Hold fast to the gospel of Christ. Стойте твердо на Евангелии Христа. Stand firm in His truth. Утверждайтесь в Его истине. Don't just go any way the wind blows. Не идите в разные потоки, куда будет дуть ветер. Paul told his disciples, Павел сказал своим ученикам,
Examine yourselves. Проверяйте себя. Make sure you're in the faith. Убедитесь в том, что вы в вере. That means make sure you're believing the right thing. Это значит убедитесь в том, что вы верите в правильные вещи. He said, judge the doctrines that come through. Он говорит, что вы проверяете те доктрины, которые к вам приходят. He said, examine the spirits. Он говорит, проверяйте эти духи. Check them. Проверяйте их. Don't believe everything. Не верьте всему. Hold fast to what's true. Держитесь твердо тому, что истина. One of the things that I've noticed И одна из вещей, которую я заметил, is that the Bible says, и так сказано в Библии, Paul told Timothy, Павел сказал об этом Тимофею, to avoid foolish questions. чтобы ты избегал глупых вопросов. Well, we know that can be taken two ways, and both are right. И мы знаем, что это может взять, скажем так, двумя дорогами, и две дороги, они хороши. One way is this. И одна дорога так, If someone asks a foolish question, такая, что если кто-то спросит вас какой-то глупый вопрос, ignore it. просто игнорируйте его. Answer the real question behind the question. Вы ответьте на вопрос, который стоит за этим вопросом. Don't get caught up in foolish questions that'll bring strife and argument. Не будьте захвачены вот этим глупым вопросом, который приносит споры и всевозможные ссоры. Don't get caught up in questions that will lead nowhere. Не будьте захвачены такими вопросами, которые вас приводят в никуда. So he was saying, if someone asks you a question like that, ignore it. Поэтому он говорил, что если кто-то будет задавать тебе такой вопрос, просто игнорируй его. Jesus ignored questions all the time. Иисус постоянно игнорировал такие вопросы. Many times he would say, Много раз он говорил, I will answer your question if you answer mine. я отвечу тебе на вопрос, если ты ответишь на мой. So that's one way of avoiding them. И это один из дорог, как вы можете избегать. But there's another side Но есть и другая сторона of avoiding foolish questions. того, что вы избегаете эти глупые вопросы. And that is И это to make sure that you don't ask a foolish question. убедиться в том, что вы не задаете этот глупый вопрос. Most questions Большинство вопросов, can be easily answered. на них можно легко ответить. Very honestly, И, честно говоря, most people большинство людей, already know the answer to the question they're asking. они уже знают ответ на тот вопрос, который задают. They just don't like the answer, Им просто не нравится этот ответ. so they ask someone else Поэтому они просят у кого-то другого, to try to get a different answer. чтобы пытаться получить все-таки другие ответы. The same spirit А тот же дух, that's in the person you're asking который в человеке, которого вы is спрашиваете, in you also. также и в вас. So you need Поэтому вам нужно to make sure that you're thinking the right question. убедиться в том, что вы задаете правильный вопрос. I've had people ask me У меня были люди, которые спрашивали меня, when I visited their church, когда я посещал их церковь, what color should our carpet be? какого цвета должен быть наш ковер, Where should we place our piano? а где нам нужно ставить наше пианино. Questions like that. Вот такие вопросы. I usually tell them, И я обычно говорю им, if you ask me a question like that, если вы мне задаете такой вопрос, don't be surprised if you don't like my answer, не удивляйтесь, если вам не понравится мой ответ, because I don't care. потому что мне все равно. I don't care if you have carpet. Мне все равно, есть ли у вас ковровое покрытие, I don't care if you have a piano. есть ли у вас пианино. What do you mean? Что значит? We have to have a piano. Нам же необходимо иметь пианино. We can't have worship without a piano. Мы не можем иметь поклонение без пианино. Do you have a piano in your home? У вас дома есть пианино? Do you have a piano in your car? У вас есть пианино у вас в машине? You're telling me that you can only worship in a То building есть вы like мне this? говорите, что вы можете только поклоняться в этом здании? If this is the only worship you Если это do, единственное поклонение, которое вы делаете, then this worship is useless. тогда это поклонение бесполезно. You say worship can't be useless. Мы говорим о том, что поклонение не может быть бесполезным. Jesus said, Иисус сказал, in vain do they worship me. In what? In vain. Useless. Они поклоняются мне напрасно. There is worship that is useless. Есть поклонение, которое бесполезно. Worship with your lips, Когда вы поклоняетесь своими устами, whenever your life is like live for the devil, а жизнь ваша для дьявола, is useless worship. это напрасное поклонение. When you worship 1 second, Когда одну секунду вы поклоняетесь, and 30 minutes later через outside the 30 church, минут там, выйдя из церкви,
You are blasting somebody, Вы кого-то проклинаете, ругаетесь, talking about them, вы говорите о них, gossiping about them, вы о них сплетничаете, tale-bearing and telling falsehoods about them. и вы говорите неправду о других людях. All of your worship was in vain. Тогда все ваше поклонение было напрасным. For worship to be true, Для того, чтобы было поклонение истинным, you have to worship in spirit and in truth. вам нужно поклоняться в духе и истине. That means that you worship Him with all your heart. Это значит, что вы поклоняетесь всем своим сердцем. That you don't curse out of one side of your mouth and bless out of the other. Это значит, вы не проклинаете с этой стороны своими устами, а с этой стороны благословляете. God doesn't want you to bless him and curse your brother. Бог не хочет, чтобы его благословляли и проклинали своего брата. So we have to arrange our lives Поэтому нам нужно свою жизнь так организовать, so that our lives match our words to God. чтобы наша жизнь, она была сопоставляема со Словом Божьим. This is worship that God likes. Вот это поклонение, которое Богу нравится. True worship, Это истинное поклонение, which comes from true religion, которое приходит с истинной религии, which is to feed the hungry and take care of the widows and orphans. которое есть в том, чтобы накормить больных, позаботиться о вдовах. It's not just sitting around talking about spiritual things. А это не просто сидеть и просто разговаривать о каких-то духовных вещах. The new creation, Новое творение, the new person новый человек, was recreated with power, он был сотворен силой. not power to sit around and talk Не силой, чтобы сидеть и просто о чем-то болтать. about things that don't matter, Вещей, которые не имеют значения. but power to change Но things. сила, которая меняет вещи. Use your words to change things. Используйте свои слова, чтобы менять вещи. Not talk about people that you have Не no говорить, business changing. не говорить о людях, которых... Because what you sow, Потому что не говорите о людях плохо, потому что то, что вы сеете, you will reap. вы пожнете. You need to remember this. И вам нужно это помнить. When you are tempted to talk about someone Когда вы искушаемы о ком-то так говорить, and you start to give into it, и вы начинаете входить в это, someone else is being tempted at the same time to begin talking about you. то в то же самое время кто-то, он тоже искушаем говорить о вас. And if you won't talk about them, Таким же образом, и если вы не будете говорить о них, the other people won't talk about you другие люди не будут говорить о вас. because you will reap what you sow. Потому что вы пожинаете то, что вы сеете. If you begin to bless people, Если вы благословляете людей, then people will be tempted to bless you. тогда люди будут благословлять вас. This is not a game we play. Это не игра, в которую мы играем. This is real life. Это настоящая жизнь. These words in this book Эти слова в этой книге, really work. они на самом деле работают. They are truth. Они истина. When it says that you will reap what you sow, Когда здесь сказано, что ты пожнешь то, что ты посеял, just as the apostle said, как апостол сказал, don't be deceived. не будьте обмануты. You will reap what you sow. Вы пожнете, что вы посеяли. He even says God is not a respecter of И persons. также сказано, Бог не лицеприятен. Remember when Jesus was talking to the Jews? Помните, когда Иисус говорил с He иудеями? said, you're in bondage. Он говорит, вы в рабстве. And they said, we have Abraham as our father. Они говорят, да у нас же Авраам наш отец. We're not in bondage to any Мы man. уже не в рабстве ни у кого из людей. And while they stood there saying И that, пока они там стояли, говорили это, there was a Roman soldier standing by them был римский солдат, который стоял за ними, that would look over at them and say, который посмотрел на них и сказал, quieten down over there, you, а ну вы потише там, or I'll throw you out. а то я вас сейчас выброшу отсюда. And the Jew would have to say, И иудеям нужно было отвечать, yes, sir, да, господин, because they were under Да, the сэр. foot of Rome. потому что они были под римлянами. And even then, they were too blind to see it. И даже тогда они были слишком слепы, чтобы это увидеть. We have to make sure we're not like that. И нам нужно убедиться в том, что мы не так. That we Мы не такие, strain как они. at gnats and swallow camels. That we strain at small things but let big things go on. Что мы не будем за какие-то маленькие вещи тягаться, а мы будем делать большие дела. When we talk about these books that were written, И когда мы говорим об этих книгах, которые they were записаны, all written to help us know and grow. они все записаны нам для того, чтобы мы все возрастали и росли. They all had teaching Они имеют учение, and warning. имеют предупреждение. I read to you
this morning or yesterday, Вчера я вам прочитал это, that Paul said что Павел сказал, that he taught the same thing in every church. что он говорит то же самое во всех церквях. And then he said, И потом он сказал, teaching all men, учите всех людей, warning all men, предупреждая всех людей, so that he could present them perfect to Jesus Christ. чтобы они могли предстать совершенными во Христе, перед Христом. So if he always taught Поэтому если он всегда учил and warned и предупреждал in every church, в каждой церкви, then when he wrote to the churches, тогда, когда он писал we церкви, can see teaching мы видим учение там and warning и предупреждение in every epistle. в каждом послании. Every epistle В каждом послании says, говорится, don't do this. не делай это, Remember who you are. помни, кто ты есть. And then he would begin teaching. И потом там начинается But учение. first he warned. Но вначале он предупреждал. We need to make sure И нам нужно убедиться, that when we read these books, что когда мы читаем эти книги, that we don't just take out the teaching, мы не просто оттуда берем учение, but that we heed the warning also. но также, что мы уделяем внимание предупреждению. As I've shared with you, И так как я с вами поделился, every book was written for a specific problem. что каждое послание, каждая книга была написана для определенной проблемы. The Galatians had gone back under the law. Галатам это было написано в отношении того, что они обратно возвращались к закону. The book written to the Hebrews was because they had gone back to temple-type worship. К евреям послание было написано, говоря о том, что они хотят вернуться обратно к поклонению в храме. Colossians because they had started mixing teaching together. Колоссянам, что они начали разные учения замешивать вместе. Ephesians because they were told that they should come together in one and know that they are blessed. Ефесянам, чтобы знали, что они собираются вместе как один, и они в этом благословлены. The Corinthians were warned about how they were doing things. Коринфянам было предупреждение в отношении того, как и что они делают. They were participating in communion. Они принимали хлебопреломление, And instead of doing it right, и вместо того, чтобы делать это правильно, they would gather together and eat a big meal они вместе собирались и кушали вместе. rather than setting aside time to recognize the sacrifice of Christ. И это все, что они делали, вместо того, чтобы там сидеть и вспоминать то, о чем говорил Иисус, что Он сделал. So you see all of that going on. То вот вы видите, что все это происходит. Now I want to take us forward a couple of hundred years. Теперь я хочу, чтобы мы перенеслись на несколько сотен лет вперед. I want to talk about another man, И я хочу поговорить о другом человеке. and the reason I bring these men up И причина, по которой я вспоминаю об этих людях, is because I want you to see это потому, что я хочу, чтобы вы увидели, that God uses men in every time period. что Бог использовал людей в каждый период времени. We seem to think that the people in the Bible days were different. Мы видим людей во времена библейские, But if you move forward, но если вы дальше продвигаетесь во времени, this morning we talked about John Wesley and George Whitefield. и мы говорили о Джоне Уэсли и Джорджи Витфиле сегодня, And if you, днем, what I enjoy doing at times и я наслаждаюсь этими временами, is taking these men of God and looking at their lives. потому что мы берем этих мужей Божьих, смотрим на их жизни, But what is always interesting to me also но также, что для меня всегда является интересным, is how their lives would overlap other men of God. как их жизни, они накладывались на жизни других мужей Божьих. It seems that every time one generation and one man of God dies, Такое впечатление, как будто одно поколение, один муж Божий, который умирал, another one is born just before that. и следующие рождались вот как будто прямо перед тем, как этот человек умирал. It's as if God is always planting people for their generation. Сказано, что Бог, Он постоянно, это говорит о том, что Бог постоянно помещает людей для каждого поколения. Timothy was Paul's disciple. Тимофей был учеником Павла. He was a young man. Он был молодым человеком. Paul told him to be an example И Павел сказал о том, чтобы он был примером, as a young man как молодой человек, чтобы он был примером in purity в чистоте and in faith и вере, and in several other aspects of life, и в других аспектах жизни. and to not let anyone despise his youth, И чтобы никто не пренебрегал его молодостью. but to remember that Paul himself
had assigned Timothy that job. Но чтобы все знали, видели, что у Павла есть этот сын Тимофей. Timothy would have been in his late to mid-20s. 20-year-olds. Тимофею в этот момент примерно где-то было 20 лет. If you look, this is an amazing thing to me. И для меня это, если вы посмотрите, для меня это очень удивительно. For years and years, На протяжении лет, up until about the last maybe 100 years, может быть, до последнего столетия, everything accomplished все было произведено spiritually and in the secular world, духовно, in the non-religious world, духовно и в естественном мире. was usually accomplished Это было обычно уже совершено by people людьми, from the age of 20 людьми, которым 20 to 35. до 35 лет. Вот этими вот людьми, у которых возраста 20 до 35. So there was a period of time Поэтому был такой период времени, when almost everything that was accomplished that did good for humanity что все, что было совершено и принесло пользу человечеству, was accomplished by people under 40 years old. это было осуществлено людьми, которым было меньше, чем 40 лет. When David killed Goliath, Когда Давид убил Голиафа, he was 17 ему years было old. 17 лет. 17. 17. That's an amazing young age Это удивительно молодой возраст, to have such a big job and responsibility. чтобы иметь такую большую работу и такую большую ответственность. But he knew he was ready, Но он знал, что он был готов, even though his brothers несмотря на то, что его братья, made fun of him. они с него прикалывались. You can see this all the way through. И вы можете это увидеть на протяжении всей его истории. Joseph was younger than most of his brothers, Иосиф был младшим, чем все его остальные братья. and yet God had a job И for him. несмотря на это, Бог имел работу для него. Even though his elder brothers didn't think he was ready. Несмотря на то, что его взрослый брат, он не думал, что тот готов. That's something we need to watch for in the church. Это то, что мы должны наблюдать в церкви. As elder brothers, Как взрослее, братья, которые повзрослее, when we hear a younger brother когда мы слышим какого-то брата помладше, have dreams of faith and want to step out, что у него есть такие мечты веры, которые он хочет выступить, we need to make sure that we encourage, нам нужно убедиться в том, что мы их поощряем, that we help guide. что мы помогаем их провести. If we think they're not ready, И если мы думаем, что они не готовы, we need to do our part to help get them ready. нам нужно сделать свою часть для того, чтобы помочь им приготовиться. I made a decision a long time ago. И некоторое время назад я сделала решение. I never wanted to be guilty Я не хочу быть виновным of dampening someone's faith от того, что я буду унижать веру кого-то. or of saying something that would hurt someone's Или faith. говорить что-то, что принесет вред вере кого-то. I had read about John Lake, И я прочитал о Джоне Лейке, and a person said about him и какой-то человек сказал о нем, that he had an amazing ability что у него были удивительные способности to create faith творить веру in the people that sat under his teaching. в людях, которые сидели и слушали его учения. And I told God, И я сказала Богу, God, I want to be known as someone like that. я сказала Богу, Бог, я хочу, чтобы меня знали именно вот таким же образом. Someone who plants faith. Кто-то, кто насаждает веру. Someone who helps grow faith. Кто-то, кто выращивает веру. Not a person who puts people down Не человек, который унижает людей or stamps out faith. или приглушает их веру. I want to encourage it. Я хочу поощрять их. I want to encourage people to do exploits for Я God. хочу поощрять людей, чтобы они делали лучшее для Бога. And we need to make sure that we're not like the older brother. И нам нужно убедиться в том, что мы не будем поступать, как те взрослые братья. Even if our younger brothers Даже если наши младшие братья, are prodigal sons. или как блудный сын, We don't need to hold that against them. нам не нужно это держать против них. We need to embrace them Нет, нам нужно вместе взяться and help them get back on track. и помочь им обратно стать на путь. And help them run as fast as they can to make up for the time they've lost. И помочь им еще быстрее ехать по этому пути и преодолеть все то время, которое они потеряли раньше. When you look at the dates that some of these men of God lived,
И когда вы посмотрите на те дни, которые были, где жили эти мужья Божьи, one of the people I want to mention и один из людей, которых я хочу помянуть, was a man named William Booth. Уильям Бут. He founded the Salvation Army. Он основатель армии спасения. Before he founded the Salvation Army, И перед тем, как он основал армию спасения, he had been a Methodist minister. он был в служении методистов. Now, if you remember the Methodists, И если вы помните методистов, John Wesley founded the Methodists. Джон Уэсли, он был основателем методистов. So now we see that John Wesley Теперь мы видим Джона Уэсли, had an impact on the next generation. он сделал вложение в следующее поколение. Now, just go along with me for a moment. Вы просто со мной держитесь на какое-то время. John Wesley was born in 1703, Джон Уэсли был рожден в 1703 году, and he died in 1791. и он умер в 1791 году. 1703, 1703, 1791. 1791. Lived close to the whole century. Он практически прожил век. William Booth Уильям Бут, was born in 1829. он был рожден в 1829 году, 35-40 years где-то 30 лет, after 25-30 лет after John Wesley died. после того, как умер Джон Лейк. Ой, John извините, Уэсли. William Booth died Уильям Бут умер in 1912. в 1912 году. So you have this path going. Поэтому у вас вот есть этот путь, который они прошли. 200 years. Примерно 200 лет. And these two men filled up these 200 years. Вот эти 200 лет, которые заполнили эти два человека. Many others were born during that time. И многие другие были рождены в то время. But John Wesley's faith Но вера Джона Уэсли, in founding the Methodist Church основателя методистской церкви, birthed fires принесла огонь, that have impacted the next generation. которая сделалась вложением в следующее поколение. If you were alive Если бы вы жили, when John Wesley was alive, когда жил Джон Уэсли, God's will for you Божья воля для тебя would have been that you would have been a Methodist, была бы, чтобы ты был методистом. because the Methodists were on fire for God. Потому что методисты были в огне для Бога. By the time William Booth was, К тому времени, как Alive. Уильям Бут уже был жив, уже родился и жил, the fire of the Methodist Church had begun to die. этот огонь методистской церкви начал умирать. William Booth was an evangelist Уильям Бут был евангелистом for the Methodist Church, для церкви, для методистской церкви. had great results in getting people to come to Christ. И у него были очень большие результаты приводить людей к спасению, к Христу. He was so good at getting people born again Он был так хорош в том, чтобы спасать людей, that when they had their annual conference together, что когда у них были их ежегодные конференции вместе, they voted они выбрали, and they said William Booth is a great evangelist. и они проголосовали и сказали о том, что Бут, он великий евангелист, Уильям Бут. So we want to promote him Поэтому мы хотим продвинуть его, so that he will be a superintendent чтобы он был, скажем так, главой over this large area. над этим районом, And большим районом. William Booth and his wife were present, Уильям Бут и его жена, and Booth said, "What will that mean?" они были там, и они спросили, что это значит. They said, А те сказали, "That means you will have an office. это значит, что у вас будет офис. That means you will be in charge of writing papers." Это значит, что вам нужно будет там всевозможные отчеты делать. Booth answered and said, И тогда Бут ответил им, "Will that mean that I will have to stop preaching and evangelizing?" ну тогда это значит, что мне нужно будет остановиться, проповедовать, евангелизировать. And they said, "Well, yes, of course." Они говорят, ну да, получается так.
And Booth and his wife и Бут, и его жена, both yelled out, они вдвоем закричали: "No, нет, we won't take that job." мы не возьмем эту работу. They said, "But it's a promotion." Они говорят: но это же продвижение. He said, "I am doing the work of God. Он говорит: я делаю работу Божью, I don't need to be promoted away from that." и мне не нужно продвигать от этой работы, которую я делаю. And they told him, И они сказали ему: "You'll take the job ты берешь эту работу, or we'll kick you out." или мы тебя выгоним. Think about that. Подумайте Either take our об promotion этом. Или вы принимаете наше предложение, or get out. или мы выгоняем вас. That makes no sense. Это не имеет никакого понимания, здравого смысла. But religion seldom makes sense. Но у религии, у них вот такое вот неправильное понимание. They wanted to take a good evangelist off the field Они хотят взять хорошего евангелиста с его места деятельности and have him signing papers и хотят посадить его, чтобы он просто писал бумаги. because the religious system Потому что религиозная система, was more important to them она была для них наиболее важнее, than bringing souls into the kingdom. чем то, что приводит души к Царству So Божьему. Booth resigned Поэтому вот он отказался. and he started the Salvation Army. И он начал движение «Армия спасения». And the Salvation Army has covered the world И «Армия спасения», она распространилась по всей земле. and does a great work. И сделала очень большую работу. And if you realize that he was born in 1829, И как вы уже поняли, он был рожден в 1828 году, 29-м. and he started the Salvation Army И он начал «Армию спасения», движение, in 1865. в 1865 году. That's 35 years old. Ему было тогда 35 лет. You get that? Понимаете это? 35 years old. 35-летний человек Started the Salvation Army. начал «Армию спасения». Within 5 years, И через 5 лет they were in 14 different countries. они уже были в 14 разных странах. They had thousands of soldiers, У них уже были тысячи их солдатов. hundreds of officers. У них были сотни офицеров. They would go to the houses of prostitution, Они шли в публичные дома. stand out front, Они стояли впереди этих домов. and sing gospel songs. И они пели там евангельские псалмы. And as the men would go in and come back out, И когда туда входили мужчины и выходили, they would walk beside them and witness to them. они около них шли и свидетельствовали им. As the women that worked there would be out on the sidewalk, И когда женщины, которые там работали, выходили на прогулку, the women salvationists то женщины из армии спасения, would begin to witness to the women. они начинали свидетельствовать этим женщинам. When the women got saved, И когда женщины спасались, they would say, "Do you want to receive Christ?" они у них спрашивали: вы хотите принять Христа? And the prostitutes would say И yes. проститутки говорили: да. And the women would say, И женщины из армии спасения говорили: "You kneel down right now, прямо сейчас преклонись, right here, прямо on the здесь, sidewalk, вот здесь, прямо у in front of дороги, everybody, перед всеми, and you pray to God и молись Богу, and accept Jesus as your и Lord." прими Иисуса своим Господом. And they would do it. И они это делали. And they would lift them up И потом они их поднимали and say, "Now you're coming with us." и говорили им: теперь ты идешь с нами. And they would take them across town, И они их брали и через город вели. and they had training homes. И у них были такие дома подготовки. And they said, "You will live here И они им говорили: теперь вы будете жить здесь for 2 weeks. на протяжении 2 недель. We're going to change your clothing. Мы поменяем твою одежду, We're going to give you a uniform to wear. мы дадим тебе униформу, которую ты можешь носить. We're going to teach you how to win the lost. Мы научим тебя, как приобретать потерянные души. We're going to teach you the songs of heaven. Мы научим тебя псалмам небесным.
And in 2 weeks, И за 2 недели those women were so different эти женщины были настолько другими, that they would be with the others что они уже ходили с другими женщинами спасения. back in front of the houses of prostitution, Они были с этими женщинами из армии спасения около этого публичного дома. witnessing and winning their other women that they used Они to work там with. стояли, свидетельствовали женщинам, которые работали в этом публичном доме. 2 weeks. 2 недели. That's called really getting saved. Это называется на самом деле спасение. The other prostitutes Другие проститутки, would see the former prostitute они видели вот эту бывшую проститутку. and they'd say, if they can change, И они говорили, если она может поменяться, I can change. я могу поменяться. and they started emptying the houses of prostitution. И они начали опустошать эти публичные дома. It got to such a point И это дошло до такого момента, that the men who ran the houses of prostitution что эти люди, которые управляли этими публичными домами, started saying, начинали говорить, we've got to do something about this. нам что-то нужно сделать по этому поводу. We can't allow this to go on. We'll Мы go не, broke. мы не можем продолжать, мы не можем позволить этому продолжаться, потому что мы станем банкротами. So they created their own army. Поэтому они свою собственную армию создали. And whenever the Salvationists would leave their headquarters to go marching to the houses of prostitution, И когда вот эти вот из армии спасения, они шли вместе маршируя и к этому публичному дому, all the way there they would march together. то они шли вместе туда. And they would have drums and tambourines. И вот эти вот другие, они делали как бы свои такие отряды, которые шли туда и на тамбуринах, в барабаны играли. And they would march and sing the songs of God. Они шли и пели песни Божьи. And this other army that was against them И вот это вот теперь другой отряд, который был против них, started ambushing them on the way. они начинали... Ambush, they would Они начинали их притеснять со сторон. and start throwing rocks at them Они начинали кидать в них камни. and would rush into them with clubs and beat them. И они начинали бежать к ним, с них срывать одежду и бить их. And people would dump their buckets out of their windows on top of them. И люди выливали из своих окон, они брали и выливали что-то из ведер на них. And throw bricks at them И они кидали в них камни. and all kinds of garbage on them. И всевозможный мусор на них выливали. And so they went to William Booth Поэтому они вернулись к Вильяму Буту and they said, what do we do? и сказали, что нам делать? And he answered them И он ответил им and said, и сказал, you can bleed вы можете, вас могут избивать до крови, and you can die, и вы можете умереть. but you cannot retreat. Но вы не можете перестать это делать. You must preach the gospel. Вы должны продолжать проповедовать Евангелие. And they had strength. И они были укреплены. And many of them died И многие из них умерли. only because they were trying to save prostitutes. Просто из-за того, что они пытались спасти этих проституток. But they kept on Но они продолжали это делать. until eventually Пока вдруг William Booth went to court in England Вильям Бут, наконец-то Вильям Бут, он пошел в суд в Англии. and made prostitution illegal. И он довел состояние в суде до того, чтобы проституция стала незаконным чем-то. And he changed the nation. Он изменил этим народ. As I mentioned earlier with John Wesley, И точно так же, как я упомянул ранее в отношении Джона Уэсли, they stopped a revolution from taking over England. они остановили революцию в Англии. The nation of England Нация в Англии had commissioned a man to write a book about the Wesleys. у них был, скажем так, какой-то человек, который должен был написать книгу о Джона Уэсли. And the name of the book was И это имя книги было, England, название книги было «Англия Before and After the Wesleys. перед и после Уэсли». The country, Вся страна, the government, правительство
wrote a book about these two men, написали книгу об этих двух людях, recognizing the contribution they had made to save their country. признавая то вложение, которое они сделали для того, чтобы спасти их страну. Wesley wasn't a politician. Весли не был политиком, He was a preacher of the gospel. он был проповедником Евангелия. William Booth changed Вильям the nation. Бут изменил народ. He wasn't a politician. Он не был политиком, He was a preacher of the gospel. он был проповедником Евангелия. We could go on and on. Мы можем продолжать и продолжать. But I want you to see, Но я хочу, чтобы вы увидели. you don't have to be a politician to change a country. Тебе не нужно быть политиком для того, чтобы изменить свою You страну. can change the country from the bottom up Ты можешь с самого низа изменить свою страну, because you change a country потому что вы меняете страну by changing the hearts of the people in тем, it, что вы меняете сердце людей в этой стране. and they will turn the country. И они меняют эту страну. Both of these men Эти люди, эти два человека, were young men when they started. они были молодыми людьми, когда они начали. People laughed at them, Люди смеялись с них. told them that they could not accomplish what they wanted, Они говорили им, что они не смогут осуществить эту работу. but they didn't listen. Но они их не слушали. They listened to God Они instead, слушали Бога вместо этого. and they both accomplished great things. И они вдвоем достигли больших результатов. George Mueller Джордж Мюллер lived from 1805 жил с 1805 года and died in 1898. и умер в 1898 году. He also lived in England, И он также жил в Англии. and he was a bad person when he was young. И когда он был молодым человеком, он был нехорошим, плохим человеком. He was a thief and a gambler. Он, скажем так, там делал ставки и был вором. His father sent him Его отец послал его to seminary в семинарию, so that he could be a preacher чтобы он мог стать проповедником, and have a good life. и чтобы у него была хорошая жизнь. Not because they believed the gospel, Не из-за того, что они верили в Евангелие, but because being a preacher meant having a good life. но это значит было, что если ты будешь проповедником, у тебя будет хорошая жизнь. It was a well-respected and high-paid position. Это была позиция, которая была высоко уважаема и хорошо So оплачиваемая. his father said, Поэтому его отец сказал: "You're going to be a minister," ты будешь служителем. and sent him away to do it. И он послал его, чтобы он это делал. And while he was in seminary, И пока он был в семинарии, he gambled он продолжал делать ставки with the other seminary students, с другими студентами из этой семинарии. won all their money, Он брал их деньги, and then took a vacation, и потом он брал отпуск, went to a hotel, и куда-то в гостиницу ехал. drank, Он там напивался, was with prostitutes, с проститутками проводил время living a very bad life. и жил такой очень плохой жизнью. When he had wasted all the money, И когда он протрачивал все эти деньги, the hotel owner said, то владелец этой гостиницы говорил: "I need money for your stay here." так, мне нужны деньги для того, чтобы оплатить твое пребывание. He owed a lot of money, И он одалживал много денег, был должен. so he had to sneak out the window of his room. Поэтому ему приходилось с окна своей комнаты уходить. As he was getting away, he was caught И когда он пытался таким образом убежать, его поймали, and put in jail, и его посадили в тюрьму. and his dad had to send money to get him out of jail. И его папе пришлось посылать деньги, чтобы его вызволить из тюрьмы. But then God got a hold of him Но потом Бог взялся за while he него. was still a young man, Еще тогда, когда он был молодым человеком. and eventually he did become a minister. И в конце концов он действительно стал служителем. And as he became pastor of a church, И когда он уже был пастором церкви, back then they had what they called pew rent. и в то время у них ряды были такие, That if you wanted a good place to sit in church, что если вы хотели иметь такое хорошее место, где бы сидеть в you церкви, paid money to sit there. то вам нужно было вот за эти ряды заплатить деньги за эти места. And the closer you sat to the front, И чем ближе вы садитесь ближе к кафедре, the more money it cost. тем больше денег вам это It стоило. was like a concert today. Это как сегодня концерты. And the closer you sat to the front, Чем ближе вы к сцене,
It showed how rich your family was. Это показывает, что ваша семья богаче. And that was the idea of how they did things in church. И это была именно та идея, как они проводили церкви там. And that's how they paid their preacher. И это то, как они платили своему проповеднику. And George Mueller said, И Джордж Мюллер сказал, that doesn't seem right. мне кажется, это неправильно. So he stopped that kind of system. Поэтому он остановил эту систему. Everybody told him, И все ему сказали, you can't stop that. ты не можешь это остановить. That's the way it's always been Это done. то, как это постоянно было. He said it won't be done like that anymore. Он here. говорит, но больше здесь это не будет продолжаться. He said, I'm going to start trusting God from my finances. Он сказал, я буду доверять своему Богу в отношении финансов. And he started keeping a diary. И он начал дневник писать. And when he had a need, he would pray И когда у него была какая-то нужда, он молился. and write it down. И он записывал это. And then underneath it, he would write И потом внизу, где он записал это, the date it was fulfilled. он записал тот день, в который эта нужда была отвечена. And he would leave it blank. Он писал, вот день, в который эта нужда будет отвечена, и там оставлял место. Until the day the prayer was answered. Оставлял место, чтобы потом, в тот день, когда молитва будет отвечена, записать его. And he started seeing children, И он видел, и он начинал видеть детей. orphans on the streets. Он видел детей, которые были на улицах сирот. And he said, it's the Father's heart to take care of orphans. Он говорит, если Божье сердце, чтобы позаботиться о сиротах. So he started praying, И он начал молиться об and then этом, he wrote down, и он записал. we are going to open an orphanage Мы откроем детский дом for two reasons. по двум причинам. One is, Первое, orphans need it. сироты нуждаются в этом. The main reason И главная причина, is to prove чтобы доказать, that God can be trusted for every need. что Богу можно доверять в любой нужде. And he said this, И он сказал это. he made a special point. Он сделал такой вот, знаете, на этом акцент, To say, чтобы сказать, I don't have any kind of special faith. у меня нет никакого рода какой-то особенной веры. I'm just going to trust God. Я просто буду доверять Богу. Over his lifetime, И на протяжении всей его жизни he raised and cared for он, скажем так, вырастил и позаботился over 10,000 orphans. о 10 тысячах сиротах. From babies С младенчества all the way up until they were 18 to 20 years old. до 18-20 лет их жизни. He would pray in every aspect of their life. И он молился за каждый аспект их жизни. He said, I will never ask man. Он говорит, я никогда не буду спрашивать у людей. I will ask only God. Я буду спрашивать только у Бога. And so he started praying Поэтому он начинал молиться. for everything, Он молился обо всем. never telling anyone Он никому не говорил, ни у кого не what his просил, needs were. какие у него нужды. 10,000 orphans. 10 тысяч сирот. He had different houses that they stayed У in. него были разные дома, в которых He эти сироты built the оставались. Он строил дома. By asking God Он строил дома тем, что он просил у Бога. for the finances. Он просил у Бога финансы When на one это. house would fill up, И когда он заполнял этот один из домов, he would build another. он переходил к другому, строил другой. And he ended up building several houses. И он закончил тем, что он построил несколько этих домов. On the average, he had around 2,000 orphans altogether that he was taking care of at any time. И обычно у него было примерно 2000 детских домов, о которых он заботился одновременно. There were times when they had no food in the houses. И были времена, когда у них не было еды в их домах. 2,000 hungry bellies 2000 голодных животиков, who were relying on George Mueller to feed them. которые полагались на Джорджа Мюллера, чтобы он их накормил. And you think it's hard to feed you and your 2 or 3 children. А вы думаете, что это тяжело накормить вас и ваших 2 или 3 детей? But George Mueller Но Джордж Мюллер, they would say there's no food. когда они говорили, что нет еды, He would say, он им говорил, set the table. так, приготовьте стол, Bring the children in and sit them down.
ведите детей и посадите их за эти столы. And he would go pray. И он шел и молился. And while they were doing those things, he was praying. И пока они все это готовили, он в это время молился. This happened many, many times. И это происходило много-много раз. And he said, И он сказал, every time, каждый раз, that just when they had all sat down, в тот момент, когда они все уже приготовили, just whenever the tables were set, когда они приготовили столы, and yet they had no food to put in the и у bowls, них еще не было этой еды, чтобы разливать по мискам, there would be a knock on the door, был всегда стук в дверь. and someone would say, И кто-то говорил, God woke me up this morning, Бог разбудил меня сегодня с утра, told me to cook this, и Он мне сказал приготовить все это and to bring it to you. и принести это вам. And some of the children would eat, И у детей была еда, and 5 minutes later, и через 5 минут опять another knock, кто-то стучал, and it would be the baker и это был какой-то булочник, taking the bread from one place to another, который из одного места хлеб взял в другое. and he would say, И он говорит, my wagon full of bread, что моя тележка полна хлеба, broken axle. полна хлеба до степени, что тут уже все We разваливается. can't change it И мы не можем изменить это, unless we unload the wagon. мы не можем починить вот эту вот тележку, пока мы не разгрузим немножко. And he said, can you use this bread? Он сказал, можете ли вы использовать этот хлеб? And George Mueller said, И Джордж Мюллер сказал, bring it in, we can use it. конечно, вы можете занести этот хлеб, мы можем его использовать. And over 50 years, И на протяжении 50 лет this happened so many times. это происходило так много раз. And every time, И каждый раз the children never missed a meal дети никогда не пропустили никакое принятие пищи. because God was proving Потому что Бог доказал свою He is верность. faithful. Он верен. Amen. Аминь. Amen. Аминь. These were the kind of people Это были те люди, that have changed nations. которые меняли нации. If you talk to any one of them, И если будете говорить о ком-то из них, they all said the same thing. они говорили одни и те же вещи. I'm not special. Я не особенный. What God did for me, То, что Бог сделал для меня, He will do for you. Он сделает для тебя. You just have to step out. Вам просто нужно сделать шаг. Trust God. Вам нужно довериться He Богу. is faithful. Он верен. That's what we have to become. Вот это кем нам нужно стать. People like this Такими людьми, that decide to do exploits for our которые God. приняли решение сделать взрыв для Бога. To do things that will bring attention to God. Чтобы сделать такие вещи, которым Бог будет внимать. So listen carefully when you hear people speak. Поэтому слушайте очень внимательно, когда вы слушаете, как люди говорят, All of these people said, что все, что эти люди говорили, I'm not special. я не особенный, If I can do it, you can do it. которые говорили, что они не особенные. Если If они это God могли did it for делать, то me, ты можешь. Если это Бог сделал для меня, He'll do it for you. то Он это сделает для тебя. That's what you need to hear. Вот что вам нужно слышать. If you hear someone say, И если вы слышите, как кто-то говорит, I'm special, я особенный, I'm gifted, я одаренный, because I did this, потому что я же и это and сделал, God did this, и because I'm Бог вот special, это сделал, потому что я особенный, I wouldn't listen to that. я бы этого не слушал. Only one is special. Единственный, кто особенный, Jesus Christ. Иисус Христос. He's a special one. Он особенный. Follow Him. Аллилуйя. Amen? Аминь. Pastor.